такую яркую, сочную, супер объемную шапочку крючком. Пряжа у нас сегодня вот такая от марки Rainbow Bird. Цвет Candy, то есть здесь не по номерам цвета идет, а именно по названию. Состав идеальный, 100% шерсть высокогорных перуанских овец. Я проверяла, ниточка горит так, как горит человеческий волос, то есть нет закручивающихся пластиковых комочков, да, вот когда поджигаем какой-то полиэстер или акрил. Далее по граммовкам в 200 граммах 80 метров. Рекомендаций по поводу крючка нет, здесь только для спиц. Я буду использовать крючок номер 10. Можно вязать крючком, думаю, 10, 11, 12. Смотрите, еще по поводу стоимости этой пряжи. Эта пряжа не дешевая. Вот этот моточек я приобретала в районе 1500 рублей. Я дождалась скидки на Wildberries, пока там скидки будут максимальные. То есть еще смотрите, в чем плюс. Вот такого плана шапки в магазинах продаются за 1000, 1500, 2000 рублей. Где-то больше, где-то меньше, но там состав 100% акрил. А здесь у вас будет шапочка за 1500 рублей из 100% шерсти. То есть вы, конечно, сами выбираете, что вам нужнее, но мне кажется, это идеальное вложение. Один раз потратиться и носить эту шапку, я не знаю, насколько можно долго, и радовать себя именно шапочкой из натуральной 100% шерсти. Принцип вязания максимально простой. Шапка у нас состоит из обычного прямоугольника. Это у нас макушка, допустим. Вязать будем от сверху вниз, вот так рядами, наращивать ширину нашей шапки. Изначально я набираю 25 воздушных петель. Все полотно шапочки, это по сути резинка, то есть она состоит, чередуем ряд полустолбики с накидом, другой ряд соединительный столбик, полустолбик с накидом, соединительный столбик. Вяжем все за заднюю стеночку петли. Количество рядов я укажу чуть-чуть попозже, как только у меня будет готов весь прямоугольник. Еще по поводу аналогов пряжи, то есть если вы не хотите, к примеру, такую пряжу брать, как у меня, я вам вот сделала подборку аналогов толстой объемной пряжи, то есть сами выбирайте, какая вам больше нравится. То есть конечное изделие, какое получится из таких видов пряжи, я не знаю. Сами пробуйте, вяжите, смотрите на метраж, на граммовку, количество моточков тоже не подскажу. Это я вам просто подобрала примерно, чтобы вы понимали, чем можно заменить вот ту пряжу, которую я вам предлагаю. Смотрите, покажу по ниточке поближе. То есть это не скрученная ниточка, как обычно мы вяжем, а вот такая ниточка из шерсти. Итак, начинаем вязание. Набираем 25 воздушных петель обычным стандартным способом, как мы это обычно и делаем. Заводим крючок. Я буду вязать петельками не очень тугими, но и не сильно свободными, чтобы у меня шапку не продувало. Плотность вязания своей шапочки выбирайте сами, какая вам больше нравится. Итак, набираем 25 воздушных петель. Набрали цепочку из 25 воздушных петель. Далее разворачиваем чуть-чуть бочком. И сейчас будем вязать за вот эти перемычки задние. Вот они. Вяжем полустолбики с накидом до конца, не довязывая одну петельку. Так, вяжем во вторую вот эту перемычку от крючка, то есть вот со второй петельки от крючка. Делаем накид, вытаскиваем нить, 3 петли на крючке, одной нитью провязываем все 3 петельки. Накид в следующую. И все 3 нити, все 3 петли одной нитью. Накид. И так до конца. Итак, связали первый ряд 23 полустолбика с накидом, то есть мы набрали изначально 25 воздушных петель, одна из них у нас была петлей подъема, то есть всего остается 24. Мы провязали 23 полустолбика с накидом, у нас осталась одна, вот она, недовязанная петелька. В нее мы всегда с этой стороны, то есть это у нас макушка будет, сюда мы будем провязывать просто соединительный столбик, то есть продеваем нить и сразу же этой нитью
в нашу петельку. С каждой стороны всегда делаем петлю подъема. И опять же первую петельку, там где у нас макушка, то есть с одной из сторон, вяжем один соединительный столбик. Это нам нужно для того, чтобы нам легко было стянуть нашу макушку. И далее вяжем за задние вот эти стеночки нашей косички соединительный столбик. Вяжем до конца. Вяжем 23 соединительных столбика. Мы подошли к последней нашей петельке, и вместо того, чтобы провязать за заднюю стеночку петли, последнюю петлю края, там, где у нас будет низ шапочки, то есть вот эта макушка, вот это низ, там, где низ шапочки, мы будем провязывать, желательно провязывать за всю петлю. То есть этим самым мы как бы упрочняем нашу низ шапочки, то есть чтобы вот здесь не было большого отверстия, чтобы шапка снизу не растягивалась. Далее делаем петлю подъема. По обратной стороне, точно так же, как и первый ряд, вяжем полустолбики с накидом за заднюю стеночку петли, не довязывая в конце одну петельку. Это у нас будет соединительная петелька. Довязали последний полустолбик с накидом. Вот последняя петелька осталась, не пропускайте ее, она обычно прячется. Эту мы провязываем соединительным столбиком. Напоминает у нас макушка. Петля подъема. Далее точно так же со второй петельки от крючка вяжем соединительный столбик. Далее до конца соединительные столбики вяжем за заднюю стеночку косички. Подобрались к концу, провязываем последний соединительный столбик, но помним, по низу шапки мы вяжем не за одну половинку, а за всю косичку, для того, чтобы низ шапочки был более прочный. Так, соединительный, петля подъема, и все то же самое делаем на протяжении всей ширины шапочки. С одной стороны один ряд полустолбики с накидом, в конце одна петля соединительного столбика, петля подъема. Далее по всей стороне вяжем один ряд только соединительные столбики, петля подъема, полустолбики, одна в конце петля соединительная и так далее. Всю ширину шапочки. Количество рядов я вам укажу сейчас попозже, и ширину и длину тоже сейчас замерю. Так, полотно нашей шапочки готово. У меня получилось 24 ряда. Смотрите, это у нас лицевая сторона, это изнаночная. Ну, тут у нас где косички будут, это лицевая. Смотрите, по длине шапочка получилась от макушки до низа примерно 31 сантиметр. В нерастянутом виде ширина 47. Смотрите, момент. У меня вот все, что осталось от мотка. То есть это остались нитки, чтобы только для того, чтобы соединить по шву. Сейчас мы соединим шапку здесь и стянуть макушку. То есть учтите, что если вы будете вязать именно из этой пряжи, вот, которую я вам показывала, с вот таким очень маленьким метражом, то шапка получится на объем головы не больше, чем на 58 сантиметров. Вот я приложила вот это полотно сзади вот так соединила шов. В принципе, мне нравится, но шапка будет не свободно сидеть. Ну и не прям уж сильно обтягивать, ну по видео вы все видели. То есть, если вы будете вязать из аналога, из другой пряжи объемной, и там будет намного больше метраж, то там вы уже легко можете добавлять нужное вам количество рядов, потому что там пряжа в любом случае будет в запасе. То есть одного вот этого мотка хватает только лишь на вот такое полотно, и осталось вот прям чуть-чуть буквально. Так, сейчас давайте будем сшивать с изнаночной стороны нашу шапку. То есть нить не отрываем после вязания, оставили петельку. Можно обрезать небольшое количество на вот этот шов, ну, вот примерно в 2 раза сложить и вот так отрезать. Продеваем нашу пряжу в иголку с широким ушком.
Сложили шапочку пополам и сейчас будем сшивать вдоль нашей шапки шов. Смотрите, как мы это делаем. Смотрите, вот передняя косичка, ближняя к нам и дальняя к нам косичка. То есть мы берем первую косичку, ближнюю к нам половинку, и берем дальнюю от нас косичку, тоже дальнюю половинку. И вот так соединяем. Тоже вяжите шов не туго, чтобы он не вот так не сморщивал изделие. Далее точно так же, вот косичка целая, берем ближнюю к нам половинку, на второй косичке дальнюю от нас половинку. И так по всему изделию, петельку к петельке. Так, мы прошили по шву нашу шапочку. Нить обрезать и закрепить. Почему нужно обрезать, даже если у вас осталось достаточное количество, чтобы стянуть макушку? Смотрите, эту пряжу нельзя тянуть в одну нить. То есть, когда мы будем затягивать макушку, нам нужно сильно ее будет подтянуть нить, чтобы макушка наша вся сузилась. То есть, смотрите, если в одну нить, вот, она просто порвется. Вот у нас осталось совсем немного пряжи, но как раз ее хватит, чтобы сложить вдвое. Отрежем вообще совсем небольшой кусочек, вот, чтобы стянуть. То есть, когда она вот в две нити, она очень достаточно прочная, ей уже можно будет стягивать. И также с изнаночной стороны, начиная с любого места, начинаем вот так змейкой в хаотичном порядке, как удобно, продевать иголочку. И периодически подтягиваете нитку. Оставляем небольшой кончик, чтобы здесь завязать узелок и закрепить все. И так вяжем по всей окружности. Стянули макушку, остались кончики. Очень легко прятать эту пряжу, она хорошо держится, кончики хорошо держатся в полотне. Просто вот так поддеваем крючком и в косичку вот так прячем. Вот такая замечательная объемная шапочка получилась, просто прелесть. Связалась максимально быстро, наверное, меньше часа у меня ушло на все про все. В чем плюс объемной толстой пряжи? То, что изделия из нее вяжутся очень быстро. Нужно правильно ухаживать за вязаными изделиями, особенно за пряжей из натуральной шерсти, и тогда вещи вам продолжат очень долго. Все, что осталось у меня от одного моточка, просто буквально несколько сантиметров. Так что пробуйте, вяжите. Я вас всех благодарю за просмотр. Всем пока!